Всем привет! Вы на канале «Я читаю». Сегодня я хочу вам рассказать о писательнице, к которой я возвращаюсь, когда устаю от тяжеловесных, интеллектуальных, сложных, перегруженных книг, и когда мне хочется просто побыть в светлом, добром мире, где нет злодеев, а есть просто обычные люди. Это писательница Люси Мott Монтгомери. Она известна большинству по своей самой знаменитой книге «Аня из зеленых мезонинов». У нее есть много разных переводов, она может звучать как «Н из зеленых мезонинов» или «Н из зеленых крыш». Мое знакомство с этой историей началось вовсе не с книг. Примерно в возрасте 12 лет я листала группу ВКонтакте, которая называлась «Гибли», посвященную творчеству студии Гибли, и наткнулась на аниме «Аня из зеленых крыш». Это одна из более ранних работ таких мастодонтов, как Хаяо Миядзаки и Исао Такахата, до того, как была основана студия Гибли. История завязывается следующим образом. Приближающиеся к пожилому возрасту брат и сестра, Мэтью и Марила Кадберты, решают усыновить мальчика из приюта. У них нет своих детей, и им нужен помощник по хозяйству, которого они могли бы обучить и который смог бы им помогать. Они просят прислать им мальчика примерно 11 лет, но по ошибке к ним приезжает девочка. В целом, окружение Мэтью и Марилы относится настороженно и неодобрительно к их идее усыновить ребенка. Они рассказывают всякие истории, вычитанные из газет, про то, как приемные дети совершают жестокие поступки по отношению к своим приемным семьям. Несмотря на ошибку с полом ребенка и на все прочие опасения, все-таки Кадберты решают оставить девочку у себя. Эту девочку зовут Энн Ширли. Она сирота, она очень непосредственна и вспыльчива, но в то же время романтична, и у нее огненно-рыжие волосы. Энн видит красоту во всем. Она придумывает поэтичные названия буквально всему, что видит. Например, дерево, которое стоит за окном ее спальни, она назвала Снежной королевой. А озеро в окрестностях ее нового дома, зеленых мезонинов, она назвала озером мерцающих вод. Так как девочка достаточно вспыльчива, она постоянно попадает во всякие переделки. Но постепенно она адаптируется к новой реальности, где она нужна и любима. После просмотра аниме я решила ознакомиться с книжной версией этой истории. Я с удивлением обнаружила, что там целых 8 книг, и история гораздо шире, чем та ее крошечная часть, которая вошла в экранизацию в виде одного сезона аниме. Приближалось лето, и я купила первую книгу из этой серии в бумаге. А перед поездкой на юга на море я скачала оставшиеся 7 книг на электронную книжку и прочитала их запоем. В детстве я еще несколько раз возвращалась к перечитыванию этой серии. И вот пару лет назад я снова вспомнила об этих книгах и решила их переслушать. И эта история легла просто как мед на душу. Книги про Энн Ширли — это добрая история, где у всего есть хороший конец. Хотя, конечно, и эта книжная вселенная не лишена присутствия смерти. Я с удивлением обнаружила, что эти книги интересно перечитывать и во взрослом возрасте. Главная героиня растет, развивается, в какой-то момент становится моей ровесницей и уходит дальше. Поэтому детскими эти книги можно назвать лишь наполовину. Ну и, вероятно, в моем случае тут еще играет роль ностальгия по давно полюбившейся истории. Моя любимая книга из всей этой книжной серии — это, пожалуй, «Анин дом мечты». Эта книга посвящена примерно 1-2 годам жизни Ани и ее мужа сразу после того, как они поженились и переехали в их первый собственный дом, который находится на побережье моря. Там они знакомятся со старым смотрителем маяка, капитаном Джимом, и нелюдимой соседкой Лесли Мур. Она долгое время избегает знакомства, и оказывается, что это связано с ее тяжелым, неразрешимым семейным положением. Как мне кажется, большинство людей, так же как и я, начинают знакомство с историей Энн с экранизацией, а не с книги. И в целом это неудивительно, потому что экранизаций у нее действительно очень и очень много. Во-первых, это уже упомянутое аниме. Я считаю, что это прекрасная адаптация, которая меня впустила в этот мир Ани из зеленых мезонинов и увлекла дальше.
Энн, даже ты хорошо понимаешь, что это сделала не фея. Ох, Диана, ведь именно поэтому мы можем себе это вообразить. Но мы повзрослели, и такие детские забавы нам не к лицу. Пожалуйста, только не надо думать, что воображение – это детская забава. Любопытно, что в Японии вообще очень любят Аню из «Зеленых мезонинов», и она там достаточно популярна. Пока я готовилась к этому видео, я узнала, что в Японии на Хоккайдо есть целый парк, который называется Canadian World, где есть реплика «Зеленых мезонинов» из этой книги. Наверное, если бы я сначала познакомилась с книгами, а потом узнала, что существует аниме, я бы очень удивилась тому, что эта история так популярна в Японии. Но в целом Аня из «Зеленых мезонинов» популярна по всему миру, и книги Люси Мот Монтгомери сделали остров Принца Эдуарда популярным туристическим местом. У книги есть целый ряд и киноэкранизаций. Пару лет назад, когда я переслушивала книги, я также решила ознакомиться и с популярной экранизацией 1985 года. Это мини-сериал, который состоит из 4 частей, каждая из которых снималась с интервалом в несколько лет. Первые 2 части мне очень понравились. Мне кажется, там прекрасно подобранный актерский состав, и сценарий, и в целом хорошо передана атмосфера книги. Но с 3-й там же началась откровенная отсебятина, и 4-ю я даже не стала смотреть. Также я знаю, что есть еще очень популярная экранизация от Netflix, которая, возможно, и дала новую волну интереса к этой истории. Экранизаций достаточно много, на разный вкус, но я все же считаю, что лучше знакомиться с первоисточником. В этом году я открыла для себя Люси Мот Монтгомери с новой стороны, как писательницу для взрослых. Ее книги легкие, увлекательные и добрые, и они отлично дают расслабиться, когда я устаю от всякой заумной душниловки. Я у нее прочитала 2 таких романа. Это «Лазоревый замок», в другом переводе «Голубой замок», и «В паутине». Это истории во многом, конечно, предсказуемые, но при всем при этом увлекательные и живые. Эти истории полны оптимизма. В них действие разворачивается так, чтобы у героев все сложилось наилучшим образом. Книга «В паутине» мне понравилась особенно, поэтому я расскажу про нее немного подробнее. В ней одновременно развивается несколько сюжетных линий, в которых принимают участие члены одной огромной семьи. В завязке старая сварливая тетушка Бекки собирает кучу своих родственников у себя в доме, чтобы объявить, кому после ее смерти достанется ее ваза. Как я поняла, это ценная реликвия, которая передается уже несколько поколений. При всем при этом, судя по всему, она не обладает какой-то именно финансовой ценностью. Обладание этой семейной реликвией считается очень престижным, и поэтому каждый из них хочет заполучить ее себе. Однако в последний момент тетушка заявляет, что объявит наследника вазы еще через год. И ожидание этого события, ожидание объявления наследника вазы, желание обладать этой вазой становится катализатором для развития нескольких сюжетных веток. И таким образом эта ваза влияет на развитие судеб практически каждого из персонажей. Теперь к Люси Мот Монтгомери я возвращаюсь не только для того, чтобы поностальгировать над Аней из «Зеленых мезонинов», но и чтобы познакомиться с другими ее историями, когда хочется побыть в добром и понятном мире. Сама Люси Мот Монтгомери канадка, и во всех ее романах, по крайней мере тех, что я читала, место действия как раз происходит в Канаде. События происходят в знакомых Люси Мот Монтгомери местах. Это практически всегда остров Принца Эдуарда. Там есть как реальные города, так и вымышленные. Из реальных это, например, Шарлоттаун и Саммерсайд, а из вымышленных Аванлея, где провела детство Аня из «Зеленых мезонинов». Автор обращает много внимания на описание природы и окружающих мест. Поэтому достаточно быстро все локации книги начинают ощущаться как хорошо знакомые. Период творчества писательницы – это конец XIX века и начало XX, и, соответственно, все ее истории происходят в том же временном промежутке. Остров Принца Эдуарда не просто является формальным местом действия, но он оказывает влияние на то, как развиваются истории. Например, большинство героев романа пресвитериане. Про такую конфессию я впервые узнала из книг Люси Мот Монтгомери и больше, наверное, никогда про нее и не слышала. Пресвитерианство – это одна из ветвей протестантизма. Это направление было популярно в Шотландии,
а на острове принца Эдуарда как раз-таки живут переселенцы оттуда. В книгах писательницы пресвитериане нередко ворчат на католиков. Они ругаются, и это становится поводом для комичных диалогов и сцен. Вокруг религии строится часть сюжетных веток и часть юмористических зарисовок. Также герои нередко опираются на христианскую мораль при совершении каких-то жизненных выборов. Кроме этого, юмор часто строится на характерах героев. За этим достаточно забавно наблюдать. В целом могу порекомендовать обращаться к этому автору, когда хочется добрых, светлых историй и когда хочется передохнуть от тяжеловесной прозы. В общем, читайте, делитесь впечатлениями и всем пока!